Как выбрать огнебиозащиту для древесины? Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. Дерево является особо прочным, самым распространенным и чистым экоматериалом. Однако древесина оснащена несколькими серьезными минусами. Она нестойкая к воздействию извне и к огню. Для повышения данных характеристик придумали различные средства для обеспечения защиты. Так, на сегодняшний день часто применяют огнебиозащиту для дерева. В нее входит качественная обработка, которая не допускает возгорания и защищает от вредных грибков и насекомых. Что такое огнебиозащита? Подобного рода защита для дерева является важной составляющей долгого срока эксплуатации. Обработка древесины огнебиозащитой подразумевает использование средства на основе масла, воды или спирта. Такие растворы отлично справляются с повышением стойкости дерева к огню и защитой от различных вредителей и микроорганизмов. Защита оснащена антисептиками и антипиренами, которые предотвращают горение. Они замедляют распространение огня и возможное воспламенение любого участка. Благодаря антисептикам древесина надежно защищена от разного рода вредителей, бесполезных насекомых, бактерий и грибков. Обычно подобная защита действует от 5 до 25 лет. Срок зависит от того, какие компоненты входят в ее состав. Когда механизм начинает ослабевать, следует снова обрабатывать древесину. Так, срок действия защитного состава устраняет возможные проблемы. Повреждения дерева, зазоры, впадины, выбоины, трещины, реакцию на низкие температуры, замерзание сырья, повышенная влажность воздуха, вследствие которой дерево начинает сыреть. Принцип действия огнебиозащиты. Сначала детально изучите механизм защиты. Она работает довольно просто. Состав включает в себя соединение веществ, которые в сумме отлично отпугивают всех насекомых. Так, древесина для них не такая вкусная и даже ядовитая. Влагостойкость материала является одним из важнейших качеств дерева. Благодаря составам защитного средства от огня и вредителей на поверхности появляется пленка, которая не пускает внутрь воду. Так дерево никогда не будет содержать на себе гниль или плесень. Если говорить о защите от пожара, здесь она не будет стопроцентной, нужно это понимать, потому что вы имеете дело с натуральным деревом. Как правило, с помощью антипиренов можно лишь притормозить случившийся пожар. Где-то состав даже остановит возгорание, если оно перекинется на постройку. Однако полностью гарантию на защиту от огня никто не дает. Поэтому применяют несколько методов для оберегания сооружения от огня. Особые соединения, чтобы снизить температуру горения, например, это фосфорная, борная или кремниевые кислоты. Дело в том, что после обработки брусья прячутся под пленку, которая не дает огню проникнуть к изделиям. В составе антипиренов есть компоненты, которые организуют собой негорючие газы, когда разлагаются. Они не способны откатывать микрочастицы кислорода, поэтому пламя сильно замедляется. Когда дерево нагревается, компоненты увеличиваются в размерах. Так получается оболочка с защитой, которая обволакивает всю поверхность. Разновидности составов огнебиозащиты. Чтобы понять, как подобрать защиту для дерева, следует изучить ее характеристики более детально. Рассмотрим подробнее, какая огнебиозащита для дерева лучше. Защитные пропитки. Пропиткой для дерева огнебиозащитой называют жидкую массу, которая может в кратчайшие сроки глубоко впитаться в покров материала. После покрытия в процессе эксплуатации вещества плоскость остается такой же, какой была изначально. Никаких посторонних запахов пропитка не издает, цвет материала не меняет. Защитные покрытия. Под покрытиями понимают жидкие субстанции, которые чем-то похожи на пасту. После их нанесения на дерево появляется надежный и плотный покров, через который никакой элемент самостоятельно проникнуть не сможет. Обычно покрытие имеет резкий запах, да и выглядит дерево так, будто его слегка подкрасили. Так данные элементы делятся на две обширные категории, которые растворяются в обычной воде и в органике. В первом случае растворы полностью безопасны, именно поэтому их используют даже внутри дома. А вторые токсичны, имеют неприятные ароматы и служат для работы только с внешней стороны здания. Советы по использованию и нанесению огнебиозащиты. Чтобы осуществить качественную обработку огнебиозащиты и деревянных конструкций, следует придерживаться некоторых правил при использовании материала. Об этом говорят все. Мы в том числе рекомендуем вам всегда изучать рекомендации от изготовителя и совершать работу строго по инструкции.
Следует выбирать средство в зависимости от того, какой результат вы от него ожидаете. Также важны параметры поверхности. Она может быть гладкой, влажной, любой породы дерева. Нельзя забывать о собственной безопасности во время проведения мероприятий и после. Всегда серьезно подходите к очищению плоскости. Специалисты не рекомендуют оставлять поверхность грязной, пыльной, с опилками или под пленкой. Так состав просто не сцепится с покрытием. Следите за тем, чтобы древесина была сухой. Лучше не совершайте работу, когда на улице высокая влажность или дождь. Температура смеси всегда должна строго соответствовать указанной на упаковке. Наносите смесь так, как вам удобнее. Главное, расходуйте изделия разумно. Можно пользоваться кистью, окунать детали, красить валиком, применять распылитель. Нельзя оставлять необработанные участки. Чтобы защита была максимальной, вам нужно продумать заранее каждый свой шаг и сочетать между собой различные составы. К примеру, антипирен и какое-то средство для декора. Получается довольно надежная совокупность. Не приобретайте материалы задолго до их использования, потому что срок их действия не такой обширный. Помните, что вы наносите защиту не навсегда, возможно, ее придется обновлять каждые 5-10 лет. Вам нужно покупать продукцию только у проверенных продавцов. Именно они смогут дать гарантию на товар, потому что им важна репутация компании. В процессе обработки древесины влажность структуры должна быть не более 30%. Кроме того, нельзя использовать данную защиту в дождь, когда влажность превышает 70%. Так пропитка смоется дождем в 2-3 раза быстрее. Если территория уже поражена гнилью или плесенью, поверхность необходимо очистить при помощи шпателя. Обязательно при этом захватывайте здоровый покров, потому что он уже может быть заражен и иметь легкую стадию развития. После всей чистки площадь обрабатывается с помощью антисептика. Ссылка на статью в описании. Автор статьи Коровин Сергей Дмитриевич. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.